Всем привет! 23 декабря, и мы 3 машинами собрались на стояночке в Сунцвале. Я шеф и водитель Александр. Я собираюсь в город, всем предложил, никто со мной не захотел. Значит, я поеду один. Нашел сейчас автобусную остановку. Скамеечка. Кстати, на границе Остби календарь с этой Сканией и прицепом. Вот наша третья, точнее, машинка. Автобусная остановка. И так, мне нужно сократить дорожку немножко. И с этой автобусной остановки я поеду в центр Сунцвала. Тут куда-то не провалиться желательно мне. Бляха-муха. Это что за ужас такой? Посмотреть, что в центре вообще. Погулять, посмотреть, там зайду в спортивный магазин. И на обратном пути, может быть, если у меня будет сильное желание и не будет сильного ветра, я пройдусь пешком там, где я ездил на велосипеде. Через такую небольшую горку нужно будет мне пройти. Просто как для прогулки. И автобус сразу привозит к центру города. И я посещу сейчас один магазин, пока он не закрылся. Потому что он до 3 часов он работает. И потом я уже пойду дальше еще куда-нибудь что-нибудь посмотрю. Где-то спортивный магазин здесь должен быть. В него зайти. Ну и по центральной площади прогуляться. Так, ну а те, кто постоянно меня смотрит, догадываются, куда я и в какой магазин направляюсь. Название, я думаю, на камере уже видно. Ну, праздники, как-никак. Поэтому такие магазины необходимо посещать. Кстати, я думал, здесь будет очередь. Тем временем я вышел. Все свои дела сделал в магазине, в котором мне нужно было сделать, и все сделал. И на центральной площади мы с вами находимся, города Сунцвал. Чуть-чуть все более детально мы сейчас рассмотрим. А я посмотрим, что тут продают и по каким ценам перед Рождеством. А я зайду в стадиум, посмотрю тут вещички себе какие-нибудь. В общем, тут оказался торговый центр такой, по этажам раскинутый. Значит, и увидел я, что есть здесь кафешка. И, наверное, нужно будет пообедать. Шведской кухни сейчас отведаем. Охренеть, как тут прикольно. Необычно. Ага. А здесь бар просто получается. Как вам местечко? Заказал я пасту какую-то и бокал вина. 23 евро я отдал за это дело все. Ну что ж, я первый раз в шведском заведении. Очень быстро мне принесли пасту, то есть там щелчком пальцев, да, грубо говоря. Минут 5 я подождал, и все было уже принесено по вкусу. Интересное очень. То есть все специи, все так гармонирует классно. Ну вот, в общем, нормально, понравилось. Ну, конечно, 23 евро мне будут сниться еще потом.
Ну, после трапезы продолжу путь по улицам Сунцвала. Фу, наелся я неплохо, порция была большая. Ну что, проведаем. Как раз темнело, мне кажется, картинка стала еще лучше. Собственно, это центральная площадь Сунцвала. Я был здесь летом на велосипеде. Здесь десертный, стационарный ларек. Кстати, лавки, пока я ходил, уже все свернулись. Тут пончики. Здесь что-то было, но уже собираются. Елка, конечно, у них калечная. У нас в Беларуси в деревне какой-нибудь и то будет лучше стоять. Но она настоящая, живая, именно цельная. То есть у нас елки ставят, у нас собирают из огромного количества елочек, собирают большую елку. Так, ну ярмарку я пропустил, пока ел. Ничего страшного. Да, красиво здесь, конечно, на площади. Здания такие древние. Ну что, нужно выбрать направление, в какое пройти. Наверное, пройдем мы там, где светились фонарики. Посмотрим, что там есть. Спокойно здесь. Все сами себе ходят куда-то. Никакой суеты. Ни шума, ни гамма. Все так умиротворенно, можно сказать. Здесь вот огромный плюс. Ну так практически во всех городах Швеции, Норвегии, что здесь, где ходят люди, какие-то центральные площади, не засыпают никаким ни солью, ни песком, ничем. То есть ты идешь чётенько по снегу, потому что это зима, и на то она и зима, чтобы ты шел по снегу. Вот. То есть да, когда погода, например, там меняется, и появляется лед, и жутко скользко, просыпать могут крошкой. Вот. На автобусной остановке, вот как я заметил, в Уме было. Здесь, вот я здесь, получается, здесь как центральная какая-то станция. То есть здесь они как теплотрассы у них сделаны в этих местах. Очень так интересно как-то, что снег у них там не лежит. А так везде, как видите, все в снегу. Я думал, Рождество буду один. Ну, в плане из наших машин я на какое-то время оставался только один в Скандинавии. Но вот шеф дома праздник не празднует, чтобы никто ничего не сочинял, всякие сказки. Вот, он также выехал, как и я, работать, плюс еще один водитель. Вот мы втроем. Новый год, получается, будем в кабинах, только, может быть, в разных местах. Вот, ну посмотрим, где и как это все будет происходить чуть позже. Вот, и мы все стоим до понедельника, то есть 25-го Рождество. Вот, я, наверное, поеду в сторону выгрузки, чуть-чуть проеду. Или во вторник уже поеду, короче, будет видно. То есть мне ехать расстояние там в 600 километров, может быть, чуть-чуть меньше, что могу в любой день проехать без всяких проблем. Вот, выгрузка только в среду. Затем будет у нас среда, выгружусь, ну и, возможно, куда-то еще загружусь, может быть, на Норвегию, по крайней мере, надеюсь. И уже в конце недели, ну, не в конце недели, уже в среду, в принципе, будет известно, где я буду стоять на Новый год. Я надеюсь, как минимум здесь, в Сунцвале, можно и в Уме, но главное, чтобы погода была вот такая. Идет снежок периодически. Так, где я вообще нахожусь? Мне, наверное, потихоньку надо выходить в сторону остановки.
Потому что сегодня суббота, автобусы все-таки ходят неполноценно, чтобы мне не пришлось. Я, кстати, говорил, что пешком пройтись там по этим горкам. Что-то я посмотрел, когда на автобусе ехал, и передумал это делать и туда там ходить и бродить. Тем более уже стемнело. Можно там, я не знаю, там есть освещение, нет, потому что летом это всегда было светло. Как там сейчас, хрен его знает. Так, здесь парикмахерские какие-то. Подсмотрим в окошко. Здесь очень такое ретро, интересное. Барбершоп. И все, затем Новый год. Там понедельник тоже будет, вероятнее всего, выходной. И останется мне там пару дней доехать в сторону порта. Снежинка в рот попала. И уже в Польшу я отправлюсь, в Польшу домой. Здесь, кстати, особо на меня никто не обращает внимания, что я хожу с камерой. Ну, как бы, наверное, уже на момент 2023 года это не есть уже таким, что... Ну, конечно, люди посматривают, тем более, когда что-то необычное в руках. То есть у меня ж не просто там телефон, как бы камера, микрофон, палка, которая выдвигается как удочка. Поэтому иногда, конечно, интересно посмотреть, что там я делаю и как. Вот. Ну, а я отправляюсь в обратный путь. Что ж, автобус сейчас посмотрим, когда будет. Номер 5 мне нужен. Вот так вот вечерок я и скоротал. Прогулялся. Сделал очень полезные покупки. И поеду, включу какой-нибудь фильмец. Так, вот у меня чуйка, что с автобусом будет у меня проблематично. Нет, не будет. 16:40, 16:15. Сейчас сколько у нас? Сейчас у нас без 10 почти. Ну, Скандинавия есть Скандинавия. У них даже горка для детей в виде лося. Так, а мне интересно, работает ли это здание, точнее, открыто ли оно. Сейчас мы посмотрим и проверим. О, отлично. В общем, здание разделяется на две части. Части. Кто-то где-то бубнит в каком-то туалете. На библиотеку, первая ее часть, а вторая часть музей. Sundsvalls Museum. Вот, собственно, так. Здесь небольшая кафейка такая. Уютная, маленькая. И девушка приятная. Ну, тоже вот как-то у них так это совмещают они эти здания. А вот интересно, что там на верхних этажах. Там вообще живут или там под офисы. Это интересно, конечно. Это до меня только сейчас дошло. В расписании указаны. То есть смотрю остановки, да, их много здесь. Плюс еще там вдалеке одна, тут две, тут одна, там. Я думаю, что-то не то. А ищу свой автобус номер 5, то есть ищу на табло возле остановок, нету. И мой автобус должен прийти на С через 8 минут. Отправился я в сторону своего типича. Оплата в автобусе идет обычной карточкой. И они тут в субботу целой бандой заехали в одно время. Только разные номера автобуса от 1 до 5. И вот они все 5 и едут. Высадили. Чуть не проехал он остановку. В общем, я как-то не мог подумать, что он не видит меня в зеркале, что я стою, и нужно обязательно нажать кнопку. В общем, пока я кнопку не нажал, он не остановился.
что ж, добрался я до места. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр и увидимся в новых видео.